Один из самых вкусных и любимых десертов в моей семье – торт Наполеон. Рецепт не самый быстрый, но достаточно простой, с ним сможет справиться каждый. Его вкус, безусловно, стоит всех усилий. Тонкие коржи и нежнейший крем, в котором, кстати, я изменила один важный ингредиент. Но перед этим приготовим заварку для крема, так как ей нужно много времени, чтобы остыть. В миску мы всыпаем 200 грамм сахара, дальше мы добавляем 70 грамм кукурузного крахмала и после этого мы вбиваем 3 куриных яйца. Теперь перетираем все это венчиком в однородную смесь. Пропорции всех ингредиентов будут дополнительно прописаны под видео в описании. Наша смесь объединилась. Теперь мы берем сотейник и вливаем в него 800 грамм молока. Теперь ставим наш сотейник на средний огонь, нагреваем молоко до появления пара. После этого добавляем к нему нашу яичную смесь. И теперь, постоянно помешивая, увариваем нашу массу до загустения. Непрерывно помешивать нужно для того, чтобы она не пригорела. Как только вы увидите, что масса загустела, убавьте огонь до минимума и варите примерно еще 1 минуту. После этого убираем сотейник с огня и переливаем нашу заварку в другую миску. Накрываем ее пищевой пленкой так, чтобы пленка легла прямо на поверхность. И в таком виде оставляем охлаждаться до комнатной температуры. И пока можем заняться нашим тестом для коржей. Для начала в отдельной миске мы смешиваем 130 грамм холодной воды. Дальше добавляем 1 столовую ложку уксуса. Сюда же мы всыпаем половину чайной ложки соли и вбиваем 1 яйцо. С помощью вилки это все хорошо объединяем и пока убираем в холодильник. Теперь мы берем миску побольше и всыпаем в нее 420 грамм муки. После этого мы берем холодное сливочное масло, нам понадобится 320 грамм. Предварительно можно его даже заморозить. Для удобства обваливаем его в муке и натираем на крупной терке. Стараемся делать это побыстрее, чтобы масло не начало таять. Как вариант, масло можно измельчить ножом, но мне кажется, с помощью терки это сделать гораздо удобнее. И после того, как натерли масло, руками делаем крошку. Старайтесь сделать это быстро, так как от тепла наших рук масло начинает таять и тесто может не собраться. После того, как сделали крошку, достаем из холодильника яичную смесь и вливаем к муке. Теперь быстро замешиваем наше слоеное тесто. Каждую неделю на нашем канале выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подписывайся, чтобы не пропустить. После того, как собрали тесто в комок, перекладываем его в пакет и отправляем в холодильник на 1 час, чтобы оно хорошо охладилось. Пока тесто отдыхает в холодильнике, подготовим пергамент для коржей. Нарезаем квадраты по 25 сантиметров. Нам понадобится примерно 8-10 штук. У меня тесто охлаждалось примерно 1,5 часа, и теперь его нужно разделить на 8 частей. Дальше мы скатываем его в шарики и складываем на досочку или на тарелку. Накрываем пакетом, чтобы оно не обветрилось. Оставляем один шарик
И пока мы будем его раскатывать, остальные убираем в холодильник. Берем шарик и раскатываем его прямо на пергаменте. Не бойтесь раскатать слишком тонко, при выпечке тесто еще поднимется. Сверху на тесто кладем тарелку и вырезаем круг. Обрезки убираем, но не выбрасываем. Из них собираем еще один шарик, раскатываем его и выпекаем для крошки. Тесто мы хорошо накалываем вилкой и после этого выпекаем в разогретой заранее духовке на 200 градусов примерно 7-10 минут. Коржи для Наполеона пекутся очень быстро. Главное уследить, чтобы они не пригорели. Пока выпекается один корж, быстро раскатываем другой. Таким образом выпекаем все 8 коржей, в том числе и корж для крошки. После выпечки коржи должны полностью остыть, а пока они остывают, приготовим крем. Для крема нам понадобится 400 грамм охлажденных сливок, 33% жирности, и с помощью миксера начинаем их взбивать. Если вы боитесь, что сливки не взобьются, положите сливки и миску, в которой собираетесь взбивать, в морозилку на 30 минут. И после этого начинайте взбивать. Сливки взбиваем до состояния подтаявшего мороженого. После того, как сливки подбились до нужной консистенции, берем остывший заварной крем и понемногу добавляем его в сливки. Перемешиваем все на маленькой скорости миксера, пока крем не станет полностью однородным. В креме классического Наполеона используется масло и сгущенка. Я заменила масло сливками и полностью убрала сгущенку. С кремом на сливках Наполеон получается очень нежный, я бы даже сказала легким. У него прекрасный сливочный вкус и нету вот этой приторной сладости. Для меня это идеальный крем для Наполеона. Сливочный крем готов. И теперь мы можем приступать к сборке торта. Берем наши остывшие коржи и откладываем 2 коржа, они нам понадобятся чуть позже. После этого мы берем подложку и кладем на него наш первый корж, смазываем его приготовленным кремом, накрываем вторым коржом и немного его придавливаем, чтобы крем хорошо распределился. И таким образом собираем весь торт. Каждую неделю на нашем канале выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подписывайся, чтобы не пропустить. После того, как собрали весь торт, оставшимся кремом хорошо смазываем его бока и поверхность. Все дырочки хорошо смазываем кремом, чтобы наш торт был полностью пропитан. Наш торт собран, и теперь нам нужно плотно укутать его в пищевую пленку. После этого отправляем его в холодильник минимум на 6 часов, но лучше оставить его на ночь, чтобы он хорошо пропитался. Пока наш торт отдыхает в холодильнике, подготовим крошку для его украшения. Берем отложенные 2 коржа и ломаем их на маленькие кусочки. После этого руками делаем крошку.
У меня торт простоял целую ночь и уже хорошо пропитался. Теперь нужно его освободить от пищевой пленки. Можно слегка поправить крем по краям и можно приступать к его украшению. Берем нашу подготовленную крошку и начинаем обсыпать бока и поверхность, как показано на видео. Этот рецепт отличается от классического рецепта Наполеона. Другие коржи, другой крем, в целом даже вкус отличается. Но я уверена, что такой вариант Наполеона вам тоже понравится. Ну что, все уже заждались? Ставьте чайник, приглашайте всех за стол и подавайте к столу этот невероятно нежный торт. Я перепробовала много рецептов, готовила его по-разному. И могу сказать, что для меня этот вариант самый вкусный. Обязательно пробуйте приготовить, делитесь в комментариях результатами и задавайте вопросы. С радостью на них ответим. И, конечно же, переходите на наш канал, потому что каждую неделю у нас выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить.